Ох, боже мой, посмотрите на эту красоту. Они все расцвели. Посмотрите, какие шары огромные. Вот моя рука, и вот какой шар огромный. А пахнут как. И посмотрите, как они раскрылись. И еще будут, вон еще бутонов куча. Боже, какая красота. Такие огромные. И их когда несколько открылось, это, конечно... Ой, 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 ой. И вот какой. А эти поменьше. Ой. Вот этот самый первый открылся. Вот он какой красивый. Он прямо весь до конца раскрылся теперь. Да, посмотрите, как розочки начали цвести. Вот как они. Смотрите, какая красота. Как я люблю свои розочки. Они прям шикарно цветут. Начали открываться прям один за другим, один за другим. Такая красота. Вот она, веточка какая. Прелесть. Просто прелесть. Сад весь в цвету у меня. Весь в цвету. Прямо розы, пионы. Снимаю сейчас, потому что... боюсь, что сейчас пойдет дождь. Ветер такой сильно дует, и, похоже, дождики вокруг ходят. Вот боюсь, что сейчас как зальет все это. Жалко будет мне мои цветочки. Дождь так всегда портит цветы ужасно. Ой, прям вообще сегодня красота, красота. Посмотрите на это. Ой, не могу. Не могу наглядеться. Какой ветер сильный. Такие порывы сегодня прямо ураганные. Хоть солнышко светит, вроде как даже тепло. А периодически такие порывы, что деревья просто гнутся до самого поля. Ужас. Вот не люблю я ветер. Вот это неспокойство, оно прямо... К счастью, мои пиончики стоят. К счастью, с ними все хорошо. Ой-ой-ой, дождь прошел. Посмотрите, какая беда. Ой, я не знаю, они все опустились. Так как мне их жалко. Боже мой. Они сломались. Надо, наверное, вытаскивать их и ставить в вазу. Ливень прошел сильный. И они все сломались. Бог ты мой. Ровно один день я радовалась. И гляньте, роза вся легла от ливня. Ой, ужас. Вот, ветер, ливень. Смотрите, как жалко. Видите, что произошло? Переломились. Ну, все надо срезать и домой ставить. Все уже это невозможно спасти. Как жалко, посмотрите. Ну что поделаешь? Придется обрезать их сейчас. Вот такой пышный букет пришлось срезать из-за дождя. Представляете? А так бы еще, наверное, бы цвели. Но все. 3 ветки всего лишь. Но на каждой ветке по 2, 3, а то и 4 цветка. И жалко, вот еще не расцвевший. Вот так в Финляндии выращивать цветы. Ну что, пойду вазу поставлю. Ребеночек играется сам с собой.
Балерина. Я сейчас балерина. Да. Самозанятая собака. Сама с собой играю. Так. Тяу. Ага. Все, теперь принесла. На. Да. Давай играть, да. А что тут у нас происходит? Юра готовится к отпуску. Да? Надул 3 матраса. Мы готовимся к отпуску активно, да? Ты их проверял? М. А ты чё плачешь тут? Тоже в отпуск хочет собака. Все хотят в отпуск. Скулят и надувают матрасы плавательные. Ну вот тут скулит. Лежать, Луна. Я ее не пускаю, чтобы она матрасы не порвала когтями. Да, лежи спокойно. Я вообще вышла поснимать вот эту красоту. Вот. Та-дам! Моя арка. Вот она какая красавица. У меня горят огонечки. Горят огонечки. Пока она лысая наверху, но в огонечках. Вот у меня еще в самой клумбочке тоже есть вот такие. Такие вот огонечки снизу. 2 фонарика у меня снизу. Ну и там у соседки вон сколько огонечков всяких горит тоже. И сверху. У нас белые ночи, поэтому не очень темно. Так, что еще хотела показать? Еще хотела показать, вот у меня так красиво в окно мне видно вот эту вот всю композицию петунии, подсвеченные фонариком. Случайно так получилось. Воткнула фонарик, а потом как посмотрела вечером, как красиво это смотрится. Мне очень нравится. И я из дома, когда смотрю, красиво очень. Так, а еще у меня там есть... Так, тут Юра сдувает матрас очередной. Вот у меня есть еще одна тут красивая штучка, но ее не видно, потому что она вся заросла этими цветами, так сильно заросла, что ее не видно. Там феечка моя с леечкой. И вот это вот, так, тут маки, тут розы, и там типа льется водичка. Но все так заросло, что мне кажется, феечку надо оттуда уже спасать. Она там мигает в темноте, но ее почти не видно. Не знаю, достать ее, что ли, поставить ее в ту лысую клумбу, чтобы там побольше было яркого. Ну что, все работают, да, матрасы? Можно было бы, конечно, оставить их на ночь. Да, не Ну, а надо. чё, они холодные будут, он немножко присутствует, их нужно днем проверить. Луна истерика. Все, что ли, с собой будем брать? Ну, это можно взять. Вот это я просто проверил. Это из палаты. Ну, это 100% брать, это мой трон. Что? Не мой трон, твой трон? Ты же сказал, что твой тот синий. Это из палаточного комплекта. И чё? Ничего. И ты ее не будешь брать? А? Не знаю, Я не знаю. На нем прикольно плавать, он хороший. С ночной прогулки возвращаются. С уткой гуляли, что ли? С игрушкой гуляли. Ух ты, господи, гуся разорвала всего. Я вообще вышла снять. Вот чего. Вот. Все, домой. Домой. Лампочка. Господи, подростки с пляжа возвращаются.
тут вот. Слушайте, пришлось перезаписывать заново то, что я снимала, потому что молодежь на дороге на мопедах, на мотоциклах, на каких-то мотороллерах раскричались так, что я ничего не смогла снять. Тут у нас недалеко пляж, они с пляжа, когда возвращаются летом, невозможно даже ничего слова сказать, такой грохот и крики, и как индейцы просто орут, дикие какие-то дети. Вот. Хотела просто показать, как красиво получилось. Переставила я свою феечку на эту сторону, спасла ее из розы и поставила вот в эту клумбу, которая еще мало цветет. Ну и с другой стороны дома поснимала. Смотрите, это у нас белые ночи, поэтому так светло. Вот, на самом деле уже очень поздно, около 12 ночи снимала. Вот такая у меня светящаяся штучка стоит. Вот. И маленькие горшочки с петуниями, внизу лавандочка и две совы, которые я когда-то сама перекрашивала. Они были какого-то красного цвета, страшненькие. Я их перекрашивала сама. И лавандочка просто в обычном старом горшочке тоже его в белый цвет покрасила. Мне так больше нравится. Вот такая маленькая у меня экспозиция на входе дома стоит, не во дворе, а на входе. Ну и тут вот тоже горшок стоит с петуниями, я его полила, только что с него течет. Здесь они хуже растут, меньше света, меньше солнца. Здесь во второй половине дня солнышко. Ну, что-то растет, что-то цветет. Может быть, что-то другое на следующий год туда посажу. Не знаю. У нас прекрасное утро. Тепло. Ночью был дождик. Травка мокрая, такая приятная. Сейчас покажу вам свои цветочки. Смотрите, какая красота. Пионы уже отцветают. Все. Уже последние. Они даже цвет теряют, когда уже доцвели. Уже почти бесцветные становятся. Были розовенькие, розовато. Такие персиковые были, а сейчас стали светлые. Ну и тут просто какое-то буйство розы. Посмотрите, как она цветет шикарно. Вот так красиво. И у нее еще бутонов просто огромное количество. Смотрите, какая шапка из бутонов еще готовится к цветению. Мне ее пришлось уже подвязать. Ниточками подвязала. Две ветки, потому что они от тяжести и от дождей прямо стали ложиться. Но она плетущаяся, поэтому ей нужно на что-то плестись. Там у меня всякие там есть, вон эти воткнуты, но я их использую только когда уже не есть необходимость. Вот появилась необходимость две веточки приподнять. Я их подняла. Ой, красота такая, столько роз. Она сегодня прям после дождика. Вон какая красивая. Такие прям. Розочки от тяжести воды опускаются. А это уже отцвевший такой. Она... Ой, как пахнет. Невозможно передать этот запах. Тоже отцвел уже. Надо убирать. Отцвевший, тогда она будет активней. Активнее будет цвести. У нее тогда силы на новое цветение есть. Вот она какая. Там тоже уже есть, которые давно цветут. Надо их будет убрать. Она тогда силы кидает на новое цветение, если убирать. А здесь вот пришлось мне поставить опоры вот эти вот маки. Они как горох плетутся. И им нужна опора. Они такие странные, у них нет такого, чтобы прямо вот твердый стебель, чтобы он стоял сам по себе. Они вот какие-то более-менее стоят, а какие-то как-то как горох плетутся.
падают. Поэтому я поставила им эти опоры, хоть я не люблю всякие такие опорные штуки. Вот они еще будут цвести, эти маки. Вот они какие красивые. Вот какой красивый бутон. Вот тоже бутоны мака красивые. Вот они вместе с розами. Вместе с розами тут просто сходят с ума. А вот розочка другая. Это не плетущаяся, это обычно очень красивая. Вот первый цветочек уже отцвел. Мне нужно ее вот так вот подвязать. Я опору поставила, но к ней нужно чуть-чуть, потому что он лезет на маки и отклоняется. Вот от дождя ее сегодня ночью, видите, как ее повело туда. Большая ветка, и на ней целая гроздь бутонов. Вот видите, сколько. И от дождя и тяжести ее начинает пригибать. Вот ее надо будет чем-нибудь закрепить к этой опоре, вот так, чтобы она стояла. И в этой розочке вот еще вторая гроздь, и вот там третья, вот она подрастает. Вот какая красота будет. Здесь будет розы, столько бутонов еще. Она прям сейчас вся в цвету, в таком активном. Красота. Это прям, смотрите, сблизи покажу. Цвет, он потом немножечко светлеет, когда она распускается, и получается такой более нежный. Красивая и пахнет просто великолепно. Вот она убежала. Её вот надо закрепить, чтобы она не отклонялась туда. Она уже от дождика загнулась туда. Тут у меня мята буйствует, и чтобы она не ложилась на террасу от дождя, тоже и от своей высоты поставила вот эти. Хоть я и не люблю всякие опорки, всякие вот это вот, но не зелененькие, более-менее незаметные. Но иначе ее дождем прихожу потом и сошкрябываю ее с террасы. Ну, зачем мне это нужно? Мне так все-таки удобнее. И тут один мак вон поселился. Будет тоже цвести. А здесь, смотрите, у меня урожай. Урожай клубнички. Вот тут одну уже можно съесть. Вот она уже спелая. Своя клубничка. Вот. Прелесть. Ну, такая ароматная, но не очень сладенькая. А верхние вот дали новых деток, но не дали мне ягод в этом году. Просто листья дали красивые. Он у меня верхний ряд декоративный, второй плодотворный, а третий закрыла мята. Что там происходит, я не знаю. Там темнота и дебри. Тут я уже состригла весь старый салат, и новый начал вот вылазить из этих. Они как-то не испортились, более проветривались, что ли, и ожил. А нижний он там весь... Мы его съели, а остатки они как-то не стали идти. Я убрала их все, чтобы чистенько было. Потом еще высажу после отпуска, может. Укропчик еще есть. Ну, а этот сипули, вот тут, конечно, мята закрыла. Вот. Сипули, в смысле, этот такой лучок. Лучок, он так как-то там, ну, вроде что-то растет. Сейчас покажу тогда и остальные тоже красоты. Вот это вот петуния какая-то особенная. Боже, как она пахнет. Она кучерявая, классная такая. Горшок немножко сложный в том плане, что он его поливаешь, с него проливается все. Нужно поливать почаще, потому что слишком он подсыхает, проветривается. Но с другой стороны, цветку нравится. То, что он проливается, вода не застаивается. Я просто все время лью, стул убираю, чтобы лилось оно. Вот. Ну, а вот розочка, которую на день мама мне подарила, маленький кустик, дочка. И до сих пор вот
дает вот такие вот огромные розы. Огромные. Такие прямо... Там миллион лепестков в нем. Вот еще будет. Вот еще готовится к цветению. Вот. Ну и петушки мои. Петуни. Петушечки. Красивые. Они всегда цветут. Любят тоже солнечную сторону. И чтобы на них дождь не падал. Лунтяж, ты домой уже хочешь? Тебе жарко? Моя ты хорошая. Подожди, я еще тут... Вот мальвы. Вот они такие в рост выросли. Еще пока не цветут. Вот они готовятся тоже. Готовятся к цветению. У меня тут такой мальвовый. Это я... Вот у меня у соседки они растут так активненько. Я у нее попросила, говорю, давай я продлю сюда. И вот у нее там их целый, вдоль забора прямо целый, и до сюда. И теперь у нас такой мальвовый уголок получился. Так, ну а розарий вот этот новый, который... Сейчас развернусь, покажу. Новый розарий весь в бутонах. Это же молоденький в этом году посаженный. Но еще пока не цветет. У него вот миллион бутонов. Вот их сколько. На каждой веточке он скоро-скоро. А это вот плетущаяся. Тоже готовится к цветению. Вот у нее. Надо веточки ее собрать и на этот запустить, чтобы она сюда. Лавандочка цветет. Вот, смотрите, сколько много. Это скоро все распустится. Вот плетущаяся это повыше. И тут уже прям бутончик. Вот он красивый. Скоро начнет цвести. Скоро-скоро. Вот первый. Он получается самый крайний. Вот этот куст самый почему-то огромный. И на нем больше всего бутонов. И вот он уже первый начал даже цвести. Эта розочка цветет такими маленькими. Вот они малюсенькие. Но их много. Они гроздями такими. И вот он уже начинает открывать свою гроздочку. Вот они, грозди вот эти. И он должен такими прямо маленькими, но в большом количестве. Вот жду, когда откроется. Вот эти побольше плетущиеся розочки. Это New Dawn. То это Фейри, а это New Dawn. Этот должен вот скоро-скоро зацветет. Но вот такую погоду, как сейчас, цветы любят. Ночью дождик, днем солнце. Прям идеально. Вот сколько бутончиков. Вот они. Скоро-скоро зацветут все. Красота. Ждем цветения. Ну ладно. Ну. Собаку первый раз в жилетке купаем. Плавать. Ты прелесть. Все, собака уплыла. Ей никто не нужен. Ай, ты бы зайка. Ну. Вот как здорово, да? Ну, плыви. Плыви. Назад. Назад. Да. Нет, сядь. Сядь. Сидеть. Сидеть. Рядом. Да, неси сюда. Курю. Ну, неси сюда. Мячик не неси. Да, в воде отряхнулась. В воде отряхиваемся. Очень эффективно. Да подальше закидывай. Нет, она и так такая. Пусть поплавает нормально.
А там на той стороне берега два лабрадора уже плюхаются. Два светлых. Ну давай, Мила, давай. Дай ей мячик. Ты все, ему капец уже. Она их тут же раскусывает, да. Все, игрушка ненадолго, да? Ну это мячик, наверное, такой плохой. Да? Может быть, да. Ай, ты моя. Она их просто пока плывет, раскусывает пополам. Ну неси сюда его. Мячик неси сюда. Мячик принеси. Луна, расскажи нам, водичка теплая? Можно идти купаться или нет? Давай, давай, давай. Ну, прямо прыжком туда пытается. Ты зайка. Да, хорошенькая. Может, даже искупаемся сами. Ну принеси мячик. Неси сюда. Мячик принеси. Она устала просто, поэтому не хочет нести его. Ну что, я попробую водичку. Осторожно, собака. Осторожно, собака. Ну, как в бассейне. Здесь просто эти подводные ключи бьют. Она не очень, поэтому жаркая. Ну, теплая, нормальная. Купаться можно даже. Просто не выпей всю воду. Ладно, вроде это надо. А водичка прозрачная, чистая. Чистая, прозрачная водичка. Вот там, кстати, достаточно глубоко, потому что там это выкопанное. Ай! Вот так не надо. Принеси мячик. Ай! Не брызгай на меня, говнюшка. Знаете, я хочу рассказать про это озеро. Дело в том, что летом очень большая проблема с озерами в Финляндии. И с озерами, и с Финским заливом в том, что появляются сине-зеленые водоросли в очень большом количестве. И собак купать нельзя в сине-зеленых водорослях, потому что они получают сильнейшее отравление через кожу и нахлебавшись. Вот, то есть вплоть до летального исхода. И летом не так легко найти водоемы, в которых можно поплавать с собакой. Но не только для собак, кстати, сине-зеленые водоросли опасны, они же опасны и для детей тоже, и для взрослых, особенно если дети во время плавания частично хлебают эту воду. Но и через кожу тоже они отравляют, насколько я знаю. И в Финляндии даже ставят на пляжах запреты. Вот. И очень-очень мало озер, которые летом остаются без сине-зеленых водорослей. То есть это прям такая большая-большая проблема, особенно последние годы. Ну, невозможно найти хороший водоем, приходится ехать куда-то далеко. Но вот этот водоем, это искусственно выкопанное озеро, вернее, это был раньше карьер. Рядом там буквально дальше продолжаются работы, там стоят большие тракторы, там такие прямо раскопки ведутся, да, щебень копают, то есть, ну, такую вот крошку на зиму заготавливают, да, которые потом дорогу покрывают. И осталось парочку таких карьеров, которые заполнились водой. Это очень глубокие были карьеры, и они наполнились водой, которая из-под земли бьет. Так вот, вот эти парочку озер, они, ну, где-то в час езды от Хельсинки, скажем так, да, приходится ездить аж туда. Там никогда, по крайней мере, до сих пор ни разу не было сине-зеленых водорослей. Это вот единственные водоемы, которые остаются чистыми. Вода в них всегда попрохладнее, чем везде, но все-таки она прогревается и прогревается до такой водички, как, знаете, как в спортивном бассейне. В принципе, можно купаться. Иногда и теплее даже становится. И это не городские пляжи, это дикие
такой лес вокруг, да, то есть это не организованные пляжи, поэтому можно с собаками. Вот, приходится вот ездить так далеко для того, чтобы покупать собаку. Ну и самим там можно плавать. На самом деле вода очень чистая и хорошая. Это вот одно озеро, на которое мы ездим, и за этим леском буквально, прямо за нашей спиной, там еще одно озеро, оно более такое раскидистое, широкое, там побольше людей. И туда даже приводят коней купать, представляете? Вот, но пляж дикий, кто хочет там, тот и купается, никаких запретов, поэтому и лошади, и собаки, все кто угодно, сами, если хотите, купайтесь, хотите, нет, да, то есть есть городские пляжи, а есть вот такие дикие водоемы. И я это озеро знаю по той причине, что когда-то я занималась на этом озере спасением на воде. Я занималась со своей собакой, когда у меня был лабрадор. Сейчас он уже на радуге, а когда он у меня был, вот именно на этом озере, там в деревьях стоит на другом берегу контейнер, прям морской такой контейнер, да, и он полностью оборудован, у нас внутри там 2 лодки и все принадлежности. То есть я через клуб, в котором я была со своей собакой, у нас раз в неделю были тренировки на этом озере, переместились, у нас с начала года проходила тренировки на заливе, у нас есть одно место, да, а где-то начиная с июня, середины июня, начинается проблема с сине-зелеными водорослями в заливе. И поэтому клуб сделал вторую точку тренировок вот на этом озере, куда приходилось добираться чуть подольше. Ну, тут тоже было не близко, не в самом Хельсинки, а в Сипо нужно было ездить. То есть тоже, в принципе, те же 40 минут ехать от Хельсинки и к этому озеру просто в другую сторону, ну как бы вглубь Финляндии тоже 40 минут ехать. Что туда одинаково, да. Вот. И вот с тех пор я это озеро запомнила, и всегда мы туда ездим. Сейчас с Луной просто поплавать. Она у нас не занимается спасением на воде. Это такое увлечение, в которое нужно просто погружаться с головой, как говорится, ходить регулярно на тренировки, на соревнования. Но с Луной мы этим не занимаемся, а просто поплавать она обожает просто. Вот. К воде она не сразу привыкла. Было так, что у нее был плохой опыт, когда она была совсем маленькая, а потом как-то я вот с ней играючи приучила плавать, и она страшно любит сейчас плавать. То есть вот прям плавает туда-сюда, играется с водой. Хотя это овчарка, а не водная порода, не Ньюфаундленд, не Лабрадор, не другая какая порода, которая обычно любят плавать. Ну вот, может быть, потому что просто я с ней игралась в воде, и у меня много фишек, как приучить собаку к воде. Мы однажды в нашем клубе учили плавать Ньюфаундленда, не поверите, он не любил воду. И 2 года хозяин ходил на тренировки регулярно, несмотря на то, что собака не любит воду. И мы всеми силами, 5 человек взрослых, играли с собакой, чтобы собака любила заходить в воду. Ничего не получилось. Представляете, Ньюфаундленд так и не поплыл. Вернее, он заходил с очень кислой физиономией и потом выходил из воды, так смотря на нас, типа, что, придурки все, ну и сидите дальше в воде. То есть он не хотел. С лодки его пытались, бросали с лодки игрушки, чтобы он за ними прыгнул с лодки, потому что когда бросаешь что-то в воду, все собаки прыгают, а он остается. Мы сами все с лодки выпрыгивали, вот сидим все, да, в 2 лодках и резко все выпрыгивали, чтобы у него сработал вот стадный такой инстинкт. Он за нами не прыгал. Вот так вот. Но фишек было много, я там много чему научилась. И вот Лунтяш, она в детстве немножечко получила плохой опыт. Там она с головой просто случайно погрузилась в воду, когда они с хозяином первый раз на воде были. А потом как-то я с ней так игралась, и вот к воде приучила ее, поэтому она очень любит плавать, прям вот аж дрожит вся.
Ну и я ее ничему такому особому не учила, просто кидаем ей игрушки, и она за ними плавает. То есть, в принципе, как бы это не тренировки, а такие развлечения. Ну вот пока мы игрались, этот крокодил разгрыз все мячики, которые у нас были. Стало скучно, она начала лаять на дрон. Я пошла в поисках каких-нибудь палочек для того, чтобы хотя бы что-нибудь ей закинуть в воду и отвлечь немножко. Этот крокодил разгрызает все игрушки. Но на сегодня все. Всем пока.